На Netflix стартовал показ сериала «Новый вишневый вкус» в жанре триллер, драма, ужасы, детектив. Столько интересных жанров, все вместе собрано, все такое вкусное, что не знали, что выбрать, поэтому решили смешать все. Но вот сам сериал, конечно, мы познакомимся с главной героиней по имени Лиза, которая делится с другом о назначенной встрече с известным продюсером Лу Берком по поводу ее короткометражного фильма. С самого начала Лиза ведет себя не так, как бы повел живой человек или хороший актер, наверное. То есть случается самая заветная ее мечта или одна из. Она в полшаге от осуществления своей мечты стать режиссером своего полнометражного фильма, которому с таким продюсером, толстым голливудским, светит большой прокат. Главная героиня ведет себя, очень сдержанно. Нет ни улыбки, ни какого-то энтузиазма, ни капли эмоций. Совершенно ничего. С самого начала у зрителя нет ощущения, что Лиза осуществляет свою мечту, и что эта встреча, хоть каплю для нее важна, потому что та не подает никаких признаков, просто отчеканивает текст, да и все. Да и до самого конца серии главная героиня остается закрытой, и неважно, что бы ни происходило, ее эмоциональное состояние, по крайней мере внешне, что для зрителя важно, никак не меняется, и трудно понять, о чем она думает, и вообще, что для нее значит и насколько весома эта режиссура. И в итоге, когда Лиза встречается с продюсером и проводит с ним какое-то время, раскрывается главная причина, почему она хочет снять фильм. Так это потому, что ее мать практически после рождения бросила ее, и вот главная героиня снимет фильм, который должен будет намекнуть где-то там ее матери, что вот она выросла, брошенная и талантливая ее дочь. Первая серия должна была лучше раскрыть предысторию Лизы, да и самого персонажа, наверное. Вместо этого нам подсовывают на словах душещипательную историю о том, как ее бросила мать, пытаясь заставить проникнуться главной героине симпатии и болеть за ее успех. Первый эпизод растянут. Диалоги между героями, особенно между Лизой и продюсером Лу, но они длятся чуть ли не вечность. Без каких-либо хитростей и приемов с самого начала сразу видно, что этот продюсер, он лицемер, обманщик и вообще плохой дядька. По поводу просмотра у меня возникло много вопросов. Типа этот дядька продюсер, он при бабле, занят в киноиндустрии, сказал, что его зацепила короткометражка, и он готов заснять и заняться ее продвижением. Заплатил главной героине 10 тысяч баксов. На сегодняшний день это хорошие деньги, на тот момент вообще был жирный кусок пирога. Особенно если учесть все обстоятельства, что она никому неизвестная девушка, которая, можно сказать, выиграла в лотерею. Этот продюсер водил ее на всякие тусовки, знакомился со всякими звездами, с единственной целью, чтобы залезть ей под юбку. Конечно, она как приличная девушка отвергает его, и все двери в мир большого кино перед ней закрываются, но я не понимаю, зачем было столько возни, потраченного времени, и огромных денег, чтобы просто с ней переспать. Он что там, весь город перетрахал. Дальше каким-то образом все люди, с которыми она когда-либо виделась ранее на вечеринке, зовут ее по имени. Меня поразило то, с какого хрена она так всем запоминается, особенно если учесть, что персонаж абсолютно безэмоционален. Дальше на тусовке парень с ней общается и такой: вон там бабка, вон, видишь? Да, стоит. Весь вечер за тобой наблюдает. Создатели сериала нарисовали лабиринт, но забыли понаделать в нем проходы и выходы. Поэтому пользуются кувалдой, чтобы повествование куда-то двигалось и вытекало. Они не знают, как адекватно сделать ответвление. И поэтому все идет очень грубо и в лоб, без какой-либо проработки или развития событий. Просто резко что-то сделать, что-то показать или на словах ввести какую-то сюжетную ветку. И просто поражает это, как ты на вечеринке общаешься с девушкой и говоришь: вон там бабка стоит, весь вечер на тебя пялится. Ты вообще чем занят в этот момент? Разглядываешь всех, кто смотрит на человека, с которым ты общаешься? Я понимаю, когда в комнате 5 человек, это еще можно заметить. А там был полный зал людей, не знаю, человек 200. Где-то в другом конце стояла эта бабка-кошатница в конце зала. И он как-то об этом заметил, чтобы потом на словах ввести этого персонажа. И эта бабка тоже внезапно появляется за спиной, что ничуть не пугает главную героиню, потому что она вообще никак не выражает своих эмоций. И бабуля начинает толкать речь: если тебя кто-то обидит, скажи мне, и ему пизда. Почему бабка так пристально на нее смотрела? Почему она решила помочь ей своими колдовскими штучками, из чего она взяла вообще, что ей нужна помощь? Возможно, это как-то раскроется дальше, но судя по тому, что я увидел в первой серии, у меня лично никакого желания продолжать смотреть это
нету. Да и я сомневаюсь, что что-то будет объяснено, а скорее всего будет в таком же топорном духе продолжаться. А кончилось оно вообще тем, что главная героиня Лиза выблевывает котенка. В целом сериал нудная, унылая тягомотина с гнетущей атмосферой. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пока.